Вы посмотрите, что я нашел. О, хороши собой, а. Ого! А, смотрите-ка. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся снова в лесок. Я уже слышал, что начались летние опята, которые мы с вами сегодня собираемся и найти. А сколько я найду и помимо опят, что я найду, вы, конечно, увидите на протяжении всей моей прогулки. Конечно же, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. И теперь перейдем к прогулочке. И сейчас мы с вами снова нашли лисичек. А, какая красота! Сейчас мы их срежем и в ведро положим. Так, вот он, один красавчик. Так, друзья, и второй красавчик. Так, друзья, меня сегодня сопровождает снова компания с собачками. То была одна, сегодня их две бегает. Вон там они спрятались. Ну, подойдут ближе, покажу. Собачки все одни и те же. А у нас здесь спрятались, друзья, лисички. Как я и раньше говорил, они у нас на виду не растут. Они вот такие вот до сих пор идут молодые. Посмотрите, аж молочные. Оп, собака, привет. Стоять. Видите, какая хорошая собачка. Сопровождает по лесу, если приехать сюда. Ну что, друзья, прямо не отходя от дороги. Кстати, у нас снова был сильный дождь в этих окрестностях. Все мокрое, трава, деревья. Погодка, конечно, сильнейший ливень, град, гремит. Вон клубника вся стоит во льду. Грибочки снова растут, прямо не отходя от дороги, друзья. Вот они, спрятались прямо под мхом. Сейчас мы их и заберем. Вот этих вот всех красавчиков. А, хороши собой. Так, ведро. И этих тоже надо забирать. Опять пока что не попадалось. Но я надеюсь, что они еще попадутся. Может быть, это были первые, которые мне попались. Но хотелось бы найти еще. Будем искать. Обязательно найдем. Кто ищет, тот всегда находит. Так, друзья, тут я уже обрезал. Будем идти дальше. Опа-на, ребятушки. Смотрите, какая большая лиса. Она здесь не одна. Вы что? Фух. Вот это то, что... Ого! Ого! А, смотрите-ка. Сейчас давайте я вам покажу, сколько их здесь. Вот это, да. Ребятки, вот это мне повезло. Я просто очень люблю лисичек, потому что они очень шикарные. Смотрите, сколько их здесь. И все большие. Фух, красота. Ладно, друзья, приступим к сбору. Слышите? Хороши все. Все хороши, друзья. Кстати, лисички бывают очень редко червивыми. Обычно они всегда хорошие. Так. Ладно, друзья, сейчас я здесь покружу немного и пособираю их. И потом мы с вами увидим в конце видео, как всегда, результат, сколько я их набрал. Так, друзья, нашел одну. Думал, что здесь больше нету. Думаю, пойду дальше. А здесь я только как оглянулся-то и как увидел. Ой, смотрите, красота какая. Ох, какие они, а. Ох, они просто идеальные, друзья.
Да, но это ж еще не все. Вы же понимаете, что вон там дальше еще они есть. Я вам буду показывать только такие хорошие поляночки, где они не по одному. А, как вам? Все, все хорошо, друзья. Как обычно, все хорошие, все идеальные. Сейчас еще вон те заберем. И пойдем дальше искать что-нибудь очень даже интересное и вкусненькое. Ну, раз уже заговорили о вкусненьком, то вот такая вот вкусненькая и красная смородинка растет у меня в огороде. Конечно же, я так понял из комментариев, что вам эта тема очень даже интересна, потому что вы писали комментарии, когда я выкладывал малину, которую я выращиваю, то есть вам это было интересно. Теперь я покажу, что у меня еще в огороде растет вот такая вот шикарная смородина. И, кстати, она уже созрела полностью, уже пора собирать. Думал, лисичка, полез смотреть, а здесь, видите, гриб какой-то. Обманывают нас, заманивают в кусты. Здесь эта обманка прямо целыми пучками начала расти. Вон еще всходят, дожди идут, грибы лезут. Грибов, кстати, много всяких в лесу. Я ж показываю только те, в основном, которые знаю. А которые не знаю, я их не беру и вам не рекомендую. Так, друзья, здесь очень много попадается вот таких вот грибочков по лесу. Многие их называют подберезовик. А на самом деле, откуда у нас в Крыму подберезовики, если у нас нету берез? Естественно, это гробовик. Можете даже в интернете сверить название и посмотреть его внешность. При срезе он чернеет. В прошлом видео у меня попадались молодые, я, естественно, их собирал. Но такие большие я оставляю, пусть растут дальше. Так, друзья, вот он, молоденький и хорошенький. Все, давайте его в ведерко и положим. Маленькие, хорошие всегда забирать надо. Вот еще один толстячок стоит. Я его даже, честно, даже проверять не буду. Пусть дальше растет. Может, кто-то будет проходить и заберет. Так, друзья, уже хотел не показывать эти грибы, они постоянно червивые. А вот он, посмотрите, молоденький и идеальный. Видите по ножке, какой он хорошенький. Поэтому забираем его в ведерко. Толстый, ой, красавчик просто. Так, забираем и идем дальше. Вот я все с собачкой. Кстати, давайте ее как-нибудь назовем. Она, скорее всего, ничейная. Так что черканите в комментариях, какое ей имя подойдет. Раз я здесь бываю частенько, она со мной ходит. Но, если честно, она ходит, потому что я ее прикармливаю. Вот она со мной и ходит. Кстати, если вдруг вы ее встретите, с руки ей не кормите. Она хватает прям сильно. Надо так в сторону кидать, может грызануть. Будьте внимательны. Ну что, друзья, вот я прогуливаюсь по шикарному лесу. Я, как обычно, сюда приехал со стороны Пионерского. Так что, Симферопольского района. А то мало ли, может еще где-то в Крыму есть Пионерская. Ну и вот так вот вдоль дорог хожу. Это я уже с одной балочки в другую перешел. Опачки. Вы посмотрите, что я нашел. О, хороши собой, а. Какая поляночка, друзья. Идеально. Так, ну что, друзья, давайте теперь посмотрим, как они выглядят. Снизу, сверху, везде. Я уже обрадовался, что нашел опята, а на самом деле это оказалась колибия вереногая. Они, кстати, считаются несъедобные грибы, так что давайте теперь посмотрим, как они выглядят, срежем и рассмотрим их более внимательно, для того, чтобы их не спутать с летними опятами, потому что эти грибы считаются несъедобные. Так что по некоторым источникам, что в молодом виде можно их есть, но лучше не рисковать. Еще парочку дубовиков положим в ведерко. Так что они такие твердые и хорошие. Они, кстати, начали попадаться
новые. Видимо, из-за дождя они начали расти новые, а то были все время червивые. Конечно же, его лучше сильно много не щупать, потому что он будет полностью весь черный. Вот видите, как он быстро. Я его только срезал, он сразу темнеет. Посмотрите, где могут прятаться лисички. Вообще прям в корнях дерева. Ну, это маленькая совсем. Ну, такая вот крупная спряталась прямо в корне. Сейчас мы ее оттуда достанем. Ох, еще хорошая какая. Толстая нога, она как двойная такая лисичка. Обалденная. Так что ведерко. Вы посмотрите, какой красавчик. И вроде тверденький. Как обычно, проверим. Посмотрим. И убедимся в том, что нам повезло. И хороший. Крупненький и хороший. Все в ведро, друзья. Все хорошее в ведро. А все плохое оставляем. Бо нынче соль дорогая, и вымачивать в соленой воде не лучший вариант. Друзья, сейчас трудности вообще никакой не составляет собирать грибы. Вот дорога, вот грибочки. И какие они шикарненькие лисичечки прямо на дороге. А? И не надо нигде по кустам лазить. Вдоль дороги все попадается в идеале. О, ребята, смотрите, какие я нашел еще опять красненькие грибочки. Я как-то находил один в одних из походов. А здесь прям целая полянка. Давайте-ка вот этот уже сломанный посмотрим, что вообще это такое и как он выглядит. Ну, выглядит он, конечно, как какая-то поганка красная. Ну, по крайней мере, они здесь попадаются. Ну что, друзья, сегодня я насобирал в основном лисички. Естественно, там попался и полубелый, и боровичок, и много всеразличных по одному грибочку. Но в основном у меня одна лисичка. С опятами сегодня получился небольшой пролет. А это, друзья, у меня в огороде зацвела небольшая клумбочка с красивыми цветами. Так что, друзья, в лесу грибы есть. Можно смело собираться. Тем более они только начинаются. И у нас было 5 дождь. Это значит, снова будут грибы. Друзья, всем вам полных корзин, мирного неба над головой. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!